Всем привет! Сегодня готовим одно из самых вкуснейших узбекских национальных блюд – казан-кебаб. Готовить я его сегодня буду из свинины, так как это блюдо универсальное, оно готовится абсолютно из любого мяса. Курица, говядина, телятина, свинина, любое. Но главное соблюдать одно правило. Мясо должно быть на косточке. Это получится самый вкусный кебаб, казан-кебаб, именно на кости. Мы будем использовать сегодня свиные ребра. Так как у меня казан небольшой, у нас казан всего на 8 литров, мы порезали вот на такие кусочки небольшие. Если у вас казан большой, литров 12-16 и больше, значит можно кусочки покрупнее. Что мы делаем? Рецептов приготовления казан-кебаб очень много. Кто-то сначала обжаривает картофель, кто-то сначала обжарит мясо, кто-то вместе. Я буду делать так, как меня учили узбеки, по их национальному старинному рецепту. То есть, единственное, что я от себя добавлю, я сначала немножечко замариную мясо, а потом, вы увидите все по порядку. Что мы делаем? Изначально вот я мясо выложил, мы его чуть-чуть промаринуем, совсем немножечко, то есть немножечко присолим. Соль мы еще будем добавлять потом, позже. Немного или много, если любите, черного перца. Обязательно моя любимая приправа — молотый кориандр. Без нее ни одно блюдо я не готовлю. Я имею в виду азиатские блюда. Немножко разотрем. Со второй стороны то же самое. Также присаливаем. Перец. И кориандр. Вот таким образом мы его немножечко, оно пропитается солью, перцем. Мы его пока отставляем в сторонку, минут на 20. Пусть оно постоит. Пока мясо маринуется, я замариную лук по своему любимому рецепту. Для этого нам понадобится примерно 200 мл воды комнатной, теплой комнатной температуры. Я буду мариновать лук ассорти сегодня. Белый, обычный репчатый лук, и красный. Но красного я добавлю полголовки, а белого целую головку. И на 200 мл воды для маринада я добавлю примерно 1,5 столовые ложки уксуса. Примерно половину столовой ложки соли. И примерно половину столовой ложки сахара. И добавлю чуть-чуть молотого перца. Теперь нам необходимо размешать соль и сахар, чтобы они растворились полностью в маринаде. Соль, сахар растворилась. Пока они еще дорастворяются, мы порежем лук. Дно лука, задняя часть нам не нужна, мы ее отрезаем. Все остальное режем полукольцами. Мы, по крайней мере, режем всегда полукольцами. Так меленько, на небольшие колечки. Так, лук порезали. Теперь его необходимо
немножечко так не помять, а просто, как это говорится, разобрать на соцветие. То есть, чтобы он весь разделился у нас на полосочки, на полукольца, если хотите. Но мять его не надо, чтобы он у нас не превратился в кашу, а именно промариновался и был весь целый. Аккуратно вот так разбираем и закидываем. Обратите внимание, я не давлю лук. Я его просто перебираю пальцами, чтобы он разъединился. А кто-то еще добавляет зелень, укроп, может быть, еще что-то. Мы зелень будем добавлять в свежем виде, поэтому в этом случае мы зелень не добавляем. И теперь все тщательно перемешиваем. Ну и последний штрих. Добавляем примерно пол столовой ложки растительного масла. Масло придаст блеск луку. Ну и сами попробуйте. Будет очень вкусно. Все перемешали. Лук у нас полностью покрывается маринадом. Оставляем на 30 минут. Желательно накрыть. Мы накроем сейчас пленкой и пусть он ждет своей очереди. Ну а мы переходим к казану и начинаем жарить самый вкуснейший казан-кебаб в нашей жизни. Казан у нас на огне, огонь максимальный. И теперь заливаем масло. Масла нужно много, растительного, любое, абсолютно. На наш казан мы примерно добавили 400 грамм масла, приблизительно. Казан больше, значит надо масла больше. Теперь ждем, когда хорошо масло прокалится, и начнем забрасывать мясо. Как проверить, что масло нагрелось? Вот, лучок зашипел, все, масло нагрелось. Теперь забрасываем мясо. Мясо нам необходимо прям хорошо и быстро запечатать. Поэтому максимально быстро его забрасываем. Смотрите, как оно быстро прям закрылось. Быстро запечаталось. Запах такой пошел. Шикарный. Все, ребят, теперь обжариваем. Оно должно прям подрумяниться так. Не забываем перемешивать. Смотрите, косточки прям запечатались. Самый сок остается в костях. Сейчас огонь можно немножечко убрать и обжаривать уже на среднем огне. По времени приблизительно минут 15, наверное 20 на среднем огне мы мясо прям обжариваем. Может быть даже чуть ниже среднего. Главное, чтобы оно немного кипело в масле. Так у нас примерно минут 10 ребра обжаривались. Жар очень хороший. Теперь убираем лишнее масло. Много масла нам здесь не надо теперь. Только аккуратнее, ради бога, с маслом. Это очень опасный горячий продукт. И сейчас добавляем картофель. Огонь у нас чуть ниже среднего. Значит, по пропорциям у нас примерно 200 кг мяса и примерно 200 кг, 300 кг Картофель у нас молодой, поэтому он приготовится очень быстро. Выкладываем прям целиковыми. Сначала выкладываем просто поверх мяса.
Сразу за картофелем зира, так щедренько. Обязательно разминаем между ладонями, растираем. Картофель также заправляем молотым кориандром и присаливаем примерно столовую ложку соли, так как у нас мясо не сильно соленое. Обязательно отправляем чили, перчик острый. Любите поострее, положите 2. У нас Лили не любит острые, поэтому 1. И обязательно добавляем, я добавляю 2 головки репчатого лука. Он даст сок, и это будет еще вкуснее. И теперь немного добавляем грамм 100-150 кипяченой воды. Теперь накрываем крышкой и начинает готовиться наш картофель. Огонь я убавляю. Потом будем картофель подсовывать под низ, так, чтобы он еще и обжаривался. И минут 20 томим. Ребят, прошло минут 5-10. Теперь стараемся мясо все наверх, а картошку вниз отправляем. Так как мясо у нас уже, в принципе, почти готово, а картофель еще готовится очень долго. Все накрываем и минут на 15-20 забываем. Посмотрите, какая красота получается, ребят. Вот так готовят настоящие узбеки. Прошло 20 минут. Периодически я перемешиваю картошечку, но всегда мясо вытаскиваю наверх, потому что мясо у нас практически, не практически, оно готово, а картофель нам еще необходимо доготовить и поджарить. Лук отдает свой сок, и получается очень вкусно. Настоящее мужское блюдо. Крупные куски мяса, целый картофель. И в конце увидите, как мы будем это подавать. Картошечка поджарилась. Мяско поджарилось, приготовилось. Лук отдал свой сок. Сейчас еще накрою 10 минут и будем пробовать, дегустировать. Сначала вытаскиваем мясо. Лук нам не нужен, он нам сок отдал весь. Картошечка. Итак, господа, на ваших глазах я приготовил наивкуснейший казан-кебаб, как это делают именно в Узбекистане. Теперь мы это все украшаем. Украшаем мы это маринованным луком, как я сказал уже. И я посыпаю заранее нарубленной зеленью. В моем случае это кинза. Посмотрите, как это красиво выглядит. А самое главное, что это очень вкусно. Такая красота получилась. У нас лавашек, мясо, картошечка, лучок, зелень. Всем пока. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.